Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня я выступлю в роли конспиролога. И в этом амплуа я разоблачу подлый заговор. Заговор, согласно которому Зеленский, президент Украины, и его националистические приспешники торопятся принести в жертву 19-летнего Вячеслава Зинченко. В жертву на кровавом алтаре их идола. Идола радикального национализма. Показательно здесь то, что националисты спешат выполнить свою грязную работу. Спешат заклать эту сакральную жертву до новых выборов с целью сплотить своих сторонников его кровью и прийти таким образом к власти. Но вот что возмутительно. Вы, националисты, вы уже принесли в жертву российскому националистическому идолу жителей оккупированных территорий Украины. А теперь в лице Зинченко хотите заклать всех русскоязычных по надуманному пропагандистскому мотиву национальной неприязни. Дело об обвинении Вячеслава Зинченко – это не просто дело об убийстве Ирины Фарион. Это ритуал, где Зеленский – жрец, благословляющий кошмар, а Зинченко – невинная жертва. Но, друзья, если кто и должен ответить за утрату территориальной целостности Украины, так это не Зинченко. Не парень, которого вы травите, а президент Украины Зеленский. И я вам это сейчас докажу. Националисты, приготовьтесь. Приготовьтесь ужаснуться тому, во что вы превращаете Украину. Начнем с главного. Статья 102 Конституции Украины обязывает президента быть гарантом суверенитета, гарантом территориальной целостности Украины и гарантом прав всех граждан. Зеленский, это твой долг, но ты предал его. Вместо того, чтобы сплотить Украину, ты стал марионеткой националистов, которые разжигают ненависть и рвут страну на части. Ты, русскоязычный парень, обещал быть президентом для всех. Где твои обещания? Ты продал их ради похвалы радикалов, которые требуют крови для своего идола. Твоя хамелеонская политика – это не спасение, это яд для Украины. Ты поддерживаешь законы, которые бьют по русскоязычным, бьют по миллионам патриотов, которые говорят на русском, но любят
свою страну, свою Украину. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 2019 года, запреты в школах на русский язык, запреты на русский язык в СМИ, запреты на русский язык в магазинах – это что? Твой способ единства – это, Зеленский, дискриминация. Ты, Зеленский, обязан, согласно статье 102 Конституции, защищать права всех граждан. Но вместо этого ты бросил русскоязычных граждан Украины в пасть националистического зверя. Ты разжег раскол, который ослабил Украину. И теперь мы теряем территории из-за твоей трусости. Если кто и должен понести ответственность за утрату территориальной целостности Украины, так это ты, Зеленский, а не Зинченко, которого ты тащишь на алтарь ритуального жертвоприношения для того, чтобы прикрыть свой провал. Теперь к вам, националисты. Вы мните себя спасителями Украины. Посмотрите в зеркало и ужаснитесь. Вы палачи, которые уже принесли в жертву российскому националистическому идолу жителей оккупированных территорий. Ваша ненависть к русскоязычным, ваши призывы к украинизации любой ценой оттолкнули миллионы людей на Востоке и Юге, бросив их в лапы российской пропаганды. Вы называли их мусором. Вы гнали их из украинского дома. И Россия воспользовалась этим, чтобы оккупировать наши земли. Вы соучастники этой трагедии, и кровь жителей Донбасса и Крыма на ваших руках. А теперь вы идете дальше. В лице Зинченко вы хотите заклать всех русскоязычных по надуманному мотиву национальной неприязни. Показательно то, что вы торопитесь с этим жертвоприношением, торопитесь совершить его до новых выборов, для того, чтобы размахивать кровью Зинченко, как флагом, сплачивая своих сторонников и запугивая общество. Это не патриотизм, это циничный расчет. Вы травите русскоязычных, хотя они сражаются за Украину, умирают за нее, строят ее будущее. Вы обвиняете их в российской агрессии. Но кто дал Путину козырь для пропаганды? Вы. Ваша ненависть – это подарок Кремлю. И ваша спешка с жертвой Зинченко выдает ваш страх потерять власть. 19 июля 2024 года во Львове убили Ирину Фарион. Женщину, которая годами сеяла ненависть, называя русскоязычных генетическим мусором и требуя их вычеркнуть из Украины. Убийство – это преступление, и виновные должны ответить. Но то, что делают с 19-летним Вячеславом Зинченко, это
не правосудие, это жертвоприношение. Зеленский и националисты выбрали Зинченко как сакральную жертву, чтобы на его крови укрепить свой культ ненависти перед выборами. Они лепят ему мотив национальной неприязни. Для чего? Для того, чтобы заклеймить всех русскоязычных украинцев как врагов. Это ложь. И я разоблачу этот позор. Вячеслав Зинченко не имеет и никогда не имел мотива национальной нетерпимости. Следствие утверждает, что он убил Фарион из ненависти к украинской культуре. Это бред. Этот парень патриот. Его отец служит в ВСУ. Сам Вячеслав участвовал в турнире в поддержку армии, мечтал пойти в военное. Замглавы нацполиции Андрей Небытов сказал: Зинченко абсолютно проукраинский. Он за единство. И вы смеете приписывать ему ненависть к нации? Это наглая и подлая ложь, состряпанная с целью рабски угодить националистическому идолу и одновременно подогреть ваши предвыборные амбиции. Если у Зинченко и был мотив, а он отрицает вину, заявляя, что ничего не делал с Фарион, то это могла быть только личная неприязнь к Фарион. Почему? Потому что она годами оскорбляла русскоязычных, называла их мусором, унижала их достоинство, провоцировала их. И для Зинченко, русскоязычного парня из Днепра, а также для миллионов русскоговорящих граждан Украины, ее слова были как плевок в душу. Но если Зинченко и злился, то не на украинский язык, а на ее ненависть, которая раскалывала общество. Но даже и это не доказано. Манифест, который ему приписывают, поддерживает ВСУ и критикует Фарион за разжигание ненависти. Где тут национальная неприязнь? Это личное, а не национальное. И вы, националисты, знаете это, но торопитесь принести жертву, чтобы сплотить своих перед выборами. А доказательства? Прокуратура тянет за уши связь с какой-то российской неонацистской группой. НС. Телеграм-каналы – это теперь улик. У подростков телефоны забиты таким мусором. Где переписки? Где инструкции? Ничего нет. Следствие лепит из Зинченко русскоязычного предателя, чтобы вы, националисты, могли ликовать. Дочь Фарион требует пожизненного. Адвокаты Зинченко получают угрозы. Это что, правосудие? Это ритуальная казнь, совершаемая с целью угодить вашему грязному идолу до выборов. Если кто и должен нести ответственность за утрату территориальной целостности Украины, так это не Зинченко, а согласно статьи 102 Конституции Украины, ты, Зеленский. Ты, как гарант территориальной целостности Украины, провалил свою миссию. Ты не защитил права русскоязычных. Ты позволил националистам разжечь раскол. Ты ослабил Украину
изнутри. Твое бездействие, твоя трусость, твоя неспособность сплотить нацию – вот что дало России шанс рвать наши территории. Зинченко всего лишь жертва твоих ошибок. Парень, которого ты и твои приспешники решили заклеймить как сакральную жертву, для того, чтобы отвлечь внимание от твоего провала. Территориальная целостность Украины – это твоя ответственность. И тебе, а не Зинченко, следует ответить перед народом. Националисты, вы хотите жертв? Посмотрите на Зеленского. Это он молчал, когда Фарион называла русскоязычных мусором. Это он подыгрывает вашей ненависти, чтобы удержать власть. Это он провалил миссию гаранта, пока вы торопитесь принести Зинченко в жертву перед выборами. Но вы уже совершили преступление. Вы отдали жителей оккупированных территорий российскому националистическому идолу, оттолкнув их своей ненавистью. И теперь вы хотите заклать всех русскоязычных граждан Украины через Зинченко. Ужаснитесь этому. Вы выбрали не ту мишень. Националисты, взгляните на свой кошмар. Представьте, вы стоите над алтарем, где лежит Зинченко, а ваш идол требует его крови. Вы спешите, потому что выборы близко, и вам нужна эта жертва, чтобы сплотить своих сторонников. Но загляните в глаза Зинченко. Это глаза вашего брата, глаза гражданина Украины, глаза патриота, который хотел и хочет единства. Вы уже принесли в жертву российскому идолу жителей Донбасса и Крыма, оттолкнув их своей ненавистью. Теперь вы хотите заклать всех русскоязычных, начиная с Зинченко, по надуманному мотиву национальной неприязни. А завтра кто? Ваш сосед? Ваш друг? Вы создаете Украину, где каждый русскоязычный мишень. Это не нация, это инквизиция. Вы хотите, чтобы дети боялись говорить на родном языке? Вы хотите, чтобы Украина стала полем ненависти, где брат убивает брата? Это ваш путь, и он ведет к гибели. Вы думаете, что спасаете Украину, но нет. Вы ее уничтожаете. Ваша ненависть к русскоязычным – это топливо для Путина. Каждый раз, когда вы травите Зинченко, вы даете России повод кричать о геноциде. Вы союзники врага. Ужаснитесь этому. Представьте, как ваша спешка с жертвой ради выборов разрывает страну. Как ваш идол ненависти пожирает будущее Украины. Хотите быть героями? Боритесь с Россией, а не с русскоязычными гражданами Украины. Дело Зинченко – это не просто правовой беспредел. Это сигнал для всех русскоязычных. Вас могут принести в жертву в любой момент. Если Зинченко посадят за выдуманный мотив, миллионы в Днепре, Харькове, Киеве, Одессе поймут. Их права – пустой звук. Это разорвет Украину, и Россия будет аплодировать. Зеленский, ты обязан был предотвратить этот раскол, но ты
подливаешь масло в огонь. Ты проваливаешь миссию гаранта. И это угрожает самому существованию Украины. Я требую справедливости. Зинченко не жертва для идола. Он не ненавидел и не ненавидит украинскую нацию. И национальная неприязнь – это ложь, состряпанная для националистов. Если он излился на Фарион, то за ее оскорбление русскоязычных, а не за украинскость. Но даже и это не доказано. Расследуйте дело честно, без предвыборных игр. Зеленский, хватит быть жрецом ненависти. Выполняй статью 102. Защищай права всех граждан. Будь готов нести ответственность за территориальную целостность Украины. Если кто и должен отвечать за это, так это ты, а не Зинченко. Националисты, ужаснитесь своему идолу. Вы уже предали жителей оккупированных территорий российскому национализму, а теперь хотите заклать всех русскоязычных через Зинченко. Ваша спешка ради выборов – это предательство. Русскоязычные граждане Украины – ваши братья, которые сражаются за Украину. Хватит делить нас на своих и чужих. Виновата Россия, а не русскоязычные украинцы. Друзья, не молчите. Зинченко – сакральная жертва, которую Зеленский и националисты торопятся принести ради власти. Подписывайтесь, делитесь, требуйте справедливости. Вместе мы остановим этот кошмар и спасем Украину. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!